Друзья, всем привет! На улице середина апреля и самое время переобуть машину с зимней резины на летнюю. И сегодня поговорим про шины. Поехали! Машина у нас уже 4 месяца, проехала за это время 4000 километров и пока все круто, все отлично. Только положительные эмоции. Вспоминая покупку машины, что могу про шины в этом плане сразу сказать? Мы покупали машину под Новый год, зимой, когда было на улице куча снега. И, как вы понимаете, машина, конечно же, продавалась на летней резине. Что странно, мне казалось, что от дилера мы будем ее забирать непосредственно на зиме. Но нет, пожалуйста, машина с завода приходит на лете, и вы ее забираете на лете. Зиму мы покупали отдельно. А лето у нас стандартное, которое идет на этой машине с завода. Это шины Гити. Отдельные диски я на машину не покупал, мы просто переобули зимой с лета на зиму, а сейчас с зимы обратно на лето. Родные шины на этой машине с завода идут Гити. Гити Comfort F50. Размер у них идет 225 на 60 R18. После переобувки, что можно сказать? В целом отбалансировалась резина хорошо. Если мы посмотрим на одно колесо, здесь вообще стоит один грузик какой-то мелкий, там, по-моему, на 5 грамм. И на других колесах ситуация, я вам скажу, не хуже. Вот, к примеру, другое колесо, здесь грузиков уже побольше. Но сам факт, это не 300 грузиков весом на килограмм. Допустим, у меня на предыдущей машине на Санта-Фехе реально на одном колесе было 120 грамм грузиков. Вот такие бывают колеса. После 4000 пробега диски и колодки как новые. На самом деле, наверное, из-за того, что я езжу аккуратно, постоянно тапку в пол, в газ и в тормоз не давлю, очень люблю ездить накатом, поэтому диски с колодками за 4000 в принципе не претерпели никаких изменений. Они выглядят реально как новые, как будто на машине даже не ездили. Причем это подтвердила диагностика. Переобувался в Атлантеме, и там делали еще дополнительную диагностику, смотрели всю ходовую и тормозные диски и колодки. Все на месте. Все в отличном состоянии. Также можно посмотреть и антикор. За зиму ничего не спесочило, ничего не отвалилось, ничего не убежало. Вот, пожалуйста, темненькое все на месте. Покатавшись на этой резине неделю, что могу сказать? Честно, ожидал большего. Когда мы переобулись с зимней резины на летнюю, в машине тише не стало, назовем это так. На зимней резине на самом деле шумно не было, управляемость была отличная, все было круто. И накинув эти колеса, по факту все то же самое. Тише не стало, хотя очень ждал этого. Допустим, как у меня было на Санта-Фе, там была очень большая разница между зимней и летней резиной. Здесь же и тут тихо, и там тихо. Управляется нормально, все окей. Как я уже сказал, переобувался я у официального дилера Атлантем Боровая. В среднем процедура заняла примерно 1,5 часа и стоила 125, по-моему, белорусских рублей. Это у них еще по акции происходит полный осмотр автомобиля, ходовой, тормозов и так далее. Захотел именно у официалов, потому что знаю, скупой платит дважды. Также у официального дилера во время переобувки зашел в гарантийный сервис и уточнил один момент. Как оказывается, в наших Geely Atlas Pro, точно так же, как и в Geely Тугеллах, в треугольники зеркал зимой попадают реагенты, и оттуда начинает вытекать что-то наподобие каких-то окислов. На что мне сказали, что это не гарантийный случай, чаще мойте машину. Вот как-то так. На самом деле текут они не сильно, и их практически не видно, во всяком случае у меня, на серебристой машине. Да и смывается все это достаточно просто. Но тема неприятная. Я видел такое действительно на Тугелах, на разных Фордах, на Лексусах они текут. Но думал, что здесь такого не будет. А еще из салона брызговики я себе не ставил. Там очень дорого. И недавно купил себе новые брызговики на Валберес. Будем ставить, обязательно запилю об этом видос, покажу, как их ставить и как это крепится. Все должно быть достаточно просто.
Вот как перевозятся колеса в багажнике. 4 колеса, к сожалению, полностью в багажник не влазят и приходится складывать в салон. Опять же, вспоминается Санта-Фе. Когда была Санта-Фе, вот так у меня в ряд становились 4 колеса. Но и колесики были поменьше, R16, здесь R18. Но я вам хочу сказать, и багажник был гораздо побольше, чем в Атласе. Атлас больше, у него больше салон, но меньше багажник. Из минусов в процессе эксплуатации за последние 4 месяца могу сказать, что именно в Atlas Pro в багажнике есть один минус. И этот минус — это места, где находятся динамики, вот эти вот пластиковые штуки. Зачем они здесь как подоконники торчат, не совсем понятно. Они очень сильно сужают объем багажника. А вот какая была зимняя резина. Зимнюю резину опять же покупал у официалов. И что интересно, она стоила столько же, сколько и в любом другом интернет-магазине. Не дороже. Это Nexen Vanguard Sport 2 SUV. Резина супер. Она отлично откатала мне всю зиму. Она хорошо гребет. Она нормально ведет себя в сугробах. Она отлично ведет себя просто на обледенелой трассе, на льду, не скользит. В общем, честно, мне понравилось. С ней машина управляется максимально адекватно, максимально комфортно, не шумно, в салоне тихо. Поэтому могу смело рекомендовать эту резину. Если вы себе на следующую зиму что-то захотите купить, вот, пожалуйста, вариант. Nexen. Очень даже ничего. И, кстати, средний ценовой сегмент. Ну вот, как-то так. Переобулись, теперь будем гонять на лете. Ну, а близится летний сезон. Скоро будем ставить бассейн, батут, садовые качели и перебираться на дачку. Но об этом в других видео. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!